Друзья, всем привет! В продолжении темы о подготовке к новогодним праздникам и корпоративам хочу поделиться с вами еще одной идеей. Это элегантные серьги из стразовой цепи и стекляруса, которые вы сможете сделать сами. Серьги очень блестящие и очень красивые, броские. Если вам интересно, обязательно досмотрите это видео до конца и создайте для себя вот такую красоту. Итак, работать я буду с помощью тонкой черной мононити на кусочек плотного фетра. У меня есть вот такой вот каплевидный страз. Я его вначале приклеиваю с помощью прозрачного клея, а затем пришью его к фетру через отверстие в цапе. Ну вот, страз пришит, и смотрите, у меня у страза довольно высокий цап, который мне не нравится. И мне хочется это железо закрыть. Я беру крупную стразовую ленту 3 миллиметра звено, и вот она отлично закроет всю вот эту вот железяку. Отрезаю стразовой лентой отрезок нужной длины. И далее я этот отрезок вначале проклею вот таким вот классным клеем B7000 он называется. Можете использовать просто обычный кристалл, но у обычного клея носик толще, и вам будет сложнее просто наносить его вокруг страза. Стразовую ленту приклеиваю по контуру в форме капельки и делаю кончик внахлёст. Вот так. После высыхания клея стразовую ленту необходимо пришить. С помощью той же мононити я пришиваю каждое звено цепи, делая стежки между стразами. Некоторые, конечно, предпочитают делать стежок там, через 2 стразика, но я люблю, когда все надежно сделано. Пришили до конца стразовую ленту, и далее я беру стразовую ленту размером поменьше, у меня это 2 миллиметра, в том же цвете она идет. Сверху накидываю на страз и отмеряю нужную мне длину. Затем пальчиком придерживаю аккуратно, чтобы она не сдвинулась, и вверх проклеиваю тем же клеем B7000. После этого я приклеиваю стразовую ленту по бокам, не доходя до низа. Вот так вот она должна идти немножко на сужение к низу. Вот таким вот образом. Затем на втором конце стразовой ленты я отмеряю точно такой же отрезок и обрезаю ее. Не хочу вас огорчать, но все, что мы только что приклеили, нам нужно пришить. Делать это обязательно для того, чтобы наша серьга была надежная, крепкая, и когда мы ею будем мотылять, мы же ею будем мотылять, я уверена, что да, чтобы она у нас просто не распалась. Мы молодцы, все пришили. Теперь я хочу пришить еще один отрезок из стразовой ленты вот здесь, под углом страза. Я его вначале приклеиваю, а после того, как клей высохнет, пришиваю. Пришиваю совсем немножко, 2 стразика, не более. Зафиксировала этот отрезок, и далее я отмеряю его длину и обрезаю. Теперь я буду использовать китайский витой стеклярус. Из него я выбираю самые короткие 4 бисеринки и пришиваю их к фетру между двумя отрезками стразовой ленты.
Делаю через стеклярус несколько проходов для того, чтобы пришить его максимально крепко и надежно. Второй стеклярус пришиваю с небольшим смещением вверх, точно таким же образом. Обратите внимание, что боковая стразовая лента не зафиксирована. Я пришиваю ее ровно до того места, где заканчивается пришитый стеклярус. Вот что у меня получается на данном этапе работы. И с другой стороны я также пришиваю два стекляруса. Все красиво, но мне хочется сделать еще один слой сверху. Я беру стразовую ленту 2 мм и сначала проклеиваю ее, а затем пришиваю. Наношу клей до того места, где заканчивается пришитый стеклярус. Обрезаю нужную мне длину. Мне хочется, чтобы у моей серьги была легкая асимметрия и неровный край. И далее все это дело пришиваем. После того, как мы все пришили, я беру длинную мононить, закрепилась на фетре и прохожу через первый стеклярус. Набираю стеклярус, пока у меня не получится бахрома по длине, равная отрезкам из стразовой ленты. Замеряю длину, вижу, что у меня не хватает совсем немного. Я беру стеклярус покороче и бисеринку 3 мм опускаю на нить. Затем отодвигаю бисеринку и поднимаюсь по всему стеклярусу вверх к фетру. Также иголкой прохожу и через пришитый стеклярус, прохожу через фетр на изнаночную сторону и на ней делаю закрепляющий узелок. Затем снова перехожу на лицевую часть, вхожу в следующий стеклярус и по точно такому же принципу делаю следующую бахрому. Нам нужно сделать еще 3 подвесных элемента. Этот этап работы я закончила. Моя рабочая нить выходит с изнаночной стороны, я ее пока оставляю. Далее я буду проклеивать все стежки по кругу. После высыхания клея я обрезаю лишний фетр как можно ближе к стразовой ленте. И лишний фетр под стеклярусом я также подрезаю. Уголочки можно немножко закруглить. Вот так все аккуратненько получается. И далее я беру кожзам, на его изнаночной стороне я прикладываю сережку и обвожу ее по контуру. Затем вырезаю. Края я также немножко закругляю. И далее я беру штифт, который я буду пришивать к фетру. Следующим образом. Одна петелька должна выглядывать сверху, а вторая петелька должна быть пришита к фетру. Не буду останавливаться на пришивании, скажу только, что этот элемент может быть пришит не очень красиво,
но обязательно очень надежно. Конечно же, вы спросите меня: Юля, боже мой, зачем нам нужен этот штифт? Отвечаю, штифт выполняет роль своеобразного каркаса, то есть будет придавать серьге идеально ровное вертикальное положение. Ну и далее я наношу клей на заготовку из кожзама и приклеиваю ее к фетру. Наша серьга практически полностью готова. Нам остается что? Правильно, обработать боковой край. Есть несколько способов обработки бокового края. Это можно сделать с помощью бисера. Я же буду использовать жесткую черную канитель. Я слегка растягиваю канитель, подготавливаю нужный мне отрезок для обработки бокового края. И затем с помощью тонкой черной мононити я буду пришивать ее. Делаю маленькие аккуратненькие стежочки и двигаюсь вдоль края. Единственное, нужно следить, чтобы вот этот вот стежок ложился в том месте, где вы делаете прокол кожзама. А также нужно следить, чтобы вы прокалывали оба слоя, и кожзам, и фетр. Вот так все аккуратно и красиво у нас с вами получилось. Затем на штифт я надеваю бусинку 8 мм и делаю петельку. И вдеваю ее в петельку на самой сережке. И затем прикрепляю французскую швенцу-крючок. Если вам понравились эти серьги и видео в целом, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня на просторах интернета. До новых встреч! Всем пока!